Всем привет! Сегодня я хочу вам показать детский плед, который я связала. Вязала из пряжи Alize Puffy. Это специально детская пряжа. В 100 граммах 9,5 метров. Пряжа очень мягкая, воздушная. Вот так вот выглядит моточек. Вот такой получается плед. На этот плед у меня ушло ровно 5 моточков. Ширина пледа 80 на 80 сантиметров. Так, на ширину пледа я брала ровно 50 петель. Показывать вам буду на образце, на розовом. Розовый образец это номер 31, а голубой цвет номер 287. Итак, вы набираете 50 петель. Я буду показывать на образце, поэтому возьму 10 петель. Ниточки выглядят таким образом, что вот на них вот такие вот петелечки. Для вязания пледа нам с вами не понадобится ни спицы, ни крючки. Мы будем делать это руками. Итак, отрываем. Отрезаем. Так, еще раз повторюсь, я делаю это на образце, поэтому я возьму 10 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь 10-ю и 9-ю петлю мы с вами перекрещиваем 10-ю на 9-ю. Вот таким образом. Далее, следующую петлю от рабочей нити мы провязываем в эти две петли. Вот у нас вот так получается. Дальше берем следующие две петли. И по этому ряду мы идем в одну сторону. Следующие две петли опять накладываем одну на другую. И петлю от рабочей нити, вот она, следующая петля, мы протягиваем сначала через нижнюю петлю. Следующую петлю от рабочей нити протягиваем через верхнюю петлю. Следим за тем, чтобы у нас петельки не пропускались друг за другом, каждую петельку. Берем следующие две петли, опять накладываем одну на одну и продеваем 2 петли подряд. Берем следующие 2 петли и также продеваем 2 петли. Следим за тем, чтобы петельки у нас не пропускались. И последние 2 петли. Но еще раз повторюсь, это у меня образец, поэтому у меня мало петель. Вы берете нужное вам количество петель. Итак, первый ряд у нас готов. Далее мы
работу не переворачиваем, оставляем также. И второй, сейчас мы будем делать ряд, и следующие, последующие четные ряды мы первую и последнюю петлю не провязываем. Смотрите, что мы делаем дальше. Эту петлю мы не трогаем, оставляем. Следующие 2 петли. Теперь мы с вами двигаемся в другом направлении. Следующие 2 петли мы накладываем друг на друга, но уже в другом направлении. И также продеваем от рабочей нити петельки подряд, не пропуская. Дальше, вот это мы оставляем. Берем следующие 2 петли, также накладываем в том же направлении этот ряд, в котором мы начали с самого начала. И также продеваем эти 2 петли. И следующие. Так, перекрестили, протянули одну, следующую. Далее, смотрите, у нас остается одна петля с предыдущего ряда. Мы ее перекрещиваем вместе с этой петлей. Опять же, уже в другом направлении. Это у нас уже пошел третий ряд. То есть ряд мы перекрещиваем слева направо, второй ряд справа налево. Так, следующий ряд, вот мы перекрестили. И опять также продеваем одну петлю от рабочей нити, вторую петлю. Протянули. И все. И дальше до конца ряда также протягиваем петельки друг за другом, ничего не пропуская. Это мы с вами вяжем третий ряд. И в конце у нас 2 петельки. Протягиваем, протягиваем. Все, третий ряд мы сделали. Вот так вот у нас получается такой вот узор, плетенка. И далее у нас четвертый ряд. Напоминаю, что в четных рядах мы первую и последнюю петли не вяжем. Значит, мы перекрещиваем. Эту петлю мы не трогаем, перекрещиваем следующие 2 петли. И от рабочей нити берем петельку, просовываем в одну петлю, во вторую петлю. Поправляем все, чтобы вам было видно, где какие петли, куда. Следующие 2 петли берем от рабочей нити, просовываем петельку, раз, просовываем петлю 2. Следующие 2. Следите за тем, чтобы петельки не перекрещивались. Раз, 2. И следующие 2 петли. Раз, 2. И у нас одна петля остается. Мы ее перекрещиваем и начинаем вязать 5-й ряд. Раз,
пошли в обратном направлении. Вот такой у нас получается образец. Очень приятно работать с этой пряжей. Пряжа настолько мягкая, пушистая, воздушная. Это просто вот словами не передать. Что делать, когда закончится у нас нить? Сейчас я вам покажу. Возьму конец другого моточка. Так, вот у нас закончилась, к примеру, нить. Мы берем нить от следующего клубочка, отрываем вот кончик, чтобы у нас, и мы просто привязываем один клубок к другому и смотрим, чтобы петельки были на одинаковом расстоянии, как от клубка. Просто завязываем и потуже затягиваем. Не буду сейчас завязывать туже. Вот. Когда мы связали с вами нужной нам длины полотно, и для того, чтобы закрыть петли, так, мы оставляем этот кончик и закрываем петли вот с этой стороны, просто протягивая петельки одну через другую. Вот так. Тут лишнее мы отрезаем и протягиваем кончик через петельку и затягиваем. Вот так вот получается плед. Вот еще раз хочу показать. Плед достаточно плотный, несмотря на то, что у него такие получаются дырочки, такой вот красивый узор. Плед очень теплый, очень такой плотный, получается он не тонкий. В общем, пробуйте, творите. Всем удачи, до новых встреч!